В основе идеи этого короткометражного фильма лежит реально существующая звуковая иллюзия. 56% опрошенных людей слышат на аудиозаписи слово «лорел», а 44% слышат совершенно иное слово — «янни». Послушайте. Laurel, Laurel, Laurel. Что вы слышите? А что слышит ваш сосед, друг, брат? Это заставляет задуматься над тем, насколько все-таки по-разному мы, люди, воспринимаем окружающий нас мир, и каждый человек может невзначай подумать, что слышимое им слово и есть то самое, что истинно доносится из динамиков. Но что же на самом деле звучит на этой записи? Ведь слово всего одно, так? Всегда ли с ними была война? Какие необычные вопросы вы стали задавать в последнее время. Что ж, если под ними вы подразумеваете таких же простых, ни в чем не отличных от нас людей, то давно, крайне, крайне давно мы, люди, издревле находили причины убивать друг друга. Одни делали это по расовому признаку, другие по политическим убеждениям, ну, третьи еще под каким-либо глупым предлогом. Но правда была такова. Сильные люди убивали слабых просто потому, что могли. Ахиларьян стал первым человеком, покорившим всю Адху, и малую, и большую. Твердой рукой и честным словом он принес в нашу землю мир и покой. 8 величайших владык присягнули ему на верность. Так и появилась воспеваемая в веках великая и несокрушимая империя Ларьяне. Император стер границы между людьми, показал, что им незачем, а главное, не с кем воевать. И это сработало. Власть императора не оспаривалась. Люди верили в него, верили в его идеи и смыслы, ведь они были понятны и ясны каждому. Мир. Мир и процветание. Вот ключ к свету. Эти же идеи продвигали дети, а затем и внуки великого Архиларьяна. Но сейчас большинство людей помнит лишь одного великого императора – луноликого Астрадора. Как и все великие императоры прошлого, Астрадор чтил заветы Архиларьяна и старался научить им своих детей. Но судьба решила иначе. На очередной охоте в битве с огромным вепрем Астрадор был ранен. Клыки чудища пробили доспех императора и нарушили работу его голосовых связок. Специально для правителя был создан особый механизм, поддерживающий его жизнь и позволяющий ему с дефектами, но говорить. Казалось, императора удалось спасти, но все же вскоре смерть настигла его. На смертном одре слуги требовали у Луноликого сказать, кого император видит наследником – сына Лорела или дочь Янни. И он сказал, и последнее слово его изменило наш мир навсегда. Верные слуги и жители всей империи были в смятении.
Наследники шли войной друг на друга. Каждый из них слышал в слове отца свое имя – Лорел и Янни. Лорела и Янни уже давно нет в живых. Но эта глупая гражданская война продолжается даже спустя 500 лет. Лишь в один момент была так называемая оттепель, но и она длилась недолго. Когда-то мы жили в мире и жили счастливо. Причин воевать просто не было. Почему же они появились сейчас? Я считаю, что люди уже достаточно умны, чтобы прекратить решать конфликты силовыми методами. И в ваших силах все это исправить. Дети, садитесь. Литература четвертьвековой давности. Что, мистер Дегрих, пропаганду детям рассказываете? Слово-то какое выучил, Эскель. Никакая это не пропаганда. Ты-то вон по этим учебникам учился. А все равно какой мразью вырос. Уведите его. Мама, я дома. Устала? Как в школе дела? Учителя Дегриха военные забрали прямо с урока. Как? Какой кошмар. Старый маразматик. Давно пора. А ты спать иди. Завтра у нас день важный. Мистер Дегрих, как же так? Да ничего не будет с твоим мистером Дегрихом. Партия наша народная всегда о людях заботилась. Проведут с ним беседу профилактическую и отпустят. Ты лучше тоже спать иди. Завтра день важный. Сын у нас с тобой родится. А если он? Что он? Ну, чего замолчала? Это мой сын. Даже твой кузен алкоголик. Слышал то, что нужно. Не бери в голову. Ничего с ним не случится. Все будет хорошо. Да-да, конечно. Ты прав. Я всегда прав. По-другому быть не может. Скажи, когда звук появится. Все еще не слышишь?
Что, и теперь тоже не слышишь? Нет, сейчас слышу. Хорошо, можешь снимать ушанки. Все хорошо? Да. С-96. Знаешь, в последнее время нас очень радуют твои результаты. Хотя, конечно, поздравляю, С-96. Сегодня будет день твоего рождения. Правда? Я увижу маму с папой? Да, теперь ты будешь жить с ними. Когда я смогу увидеть их? Тебя отвезет к ним старший командир Шольц сегодня вечером. Я когда-нибудь вас еще увижу, доктор Фин? Я надеюсь, что нет. В любом случае, я был рад работать с тобой. Доктор Фин, мне приказано отвезти С-96 в его комнату по окончанию теста. Вы закончили? Да, конечно. До свидания, доктор Фин. До свидания, С-96. А вот это тоже мне. Как знать, может быть и вам. А что? Пристрелите? Мне вот интересно, мистер Дегрих, скажите, пожалуйста, сколько еще вы будете детей пичкать этой чушью? Да сколько потребуется. Пока. Пока что? Пока детишки не пойдут власть свергать? А что ты предлагаешь, Эскель? Вот ты власть не свергаешь, но ты же ей служишь. Не доработали, мистер Дегрих. Да, служу. Не доработал. Исполнительно и преданно служу, но мы не обо мне сейчас. Вы в курсе, должно быть, о том, что вчера произошло на площади? Да, в курсе. Поэтому мне стало крайне любопытно. Вы, мистер Дегрих, не задумывались, сколько из тех вчерашних бедолаг могли быть вашими учениками? М? И, как я понимаю, вас вчера на этой самой площади не было. Не было. Но вот тебе это лично, это зачем? Ты вот этой вот штукой людей счастливее делаешь? Насчет себя не скажу, поскольку не знаю. А вот вчера очень многих осчастливили своими сказками про Архилариана. Сказками. Да, сказками. А мир без войны — это тоже сказки. Ну, Что? Ну, а что тогда не сказки? Чушь? Про священность партии? Про то, какие мы великие. А все вокруг людоеды и смерти нашей хотят. Лорел, Янни,
Народ предали, страну разделили, войну начали. Ну когда? Когда закончится эта бойня? И поймут ли люди, что надо остановить? И ты, стало быть, остановишь. Да не я, а другие. Не все же такие служебные псы, как ты. Веришь в священность партии. Да я плевать хотел на твою священность. Лорел, я не. В гробу их обоих видал. Архилариана туда же. Псы. Слушай, да ты, получается, просто ты людей без повода убиваешь. Детей, женщин. Всех, кто свободы хочет. Мне плевать, чего они хотят. А самое занимательное, большинство из них сами не знают, чего они хотят. А вот ты чего хочешь? Не поверите, мистер Дегрих. Есть хочу, жить хочу. Брата младшего накормить, обуть и одеть. Подзабыли, может? Единственный кормилец в семье, как отец сгинул на войне. Ну да, я понимаю. Брать у людей последний хлеб, чтобы самому и своим жрать, понимаю. Уж чего-чего, а хлеба наша власть предоставляет достаточно. Другая проблема, кому-то всего мало. И вот интересно, почему так? По глупости, быть может. А ты на кого намекаешь? Да на тебя, сказочник! Сам посуди. Третью зарплату у тебя задерживают, третью. За выходки твои. Успокоился? Нет, что-то не замечено. Вот тебя и корежит. А знаешь еще, почему тебя корежит? Но ты боишься в этом признаться. Потому что ты интеллигент-белоручка. Да. Я вот своими руками работаю. А руки, они иногда имеют обыкновение, ну так, запачкаться. Иногда и кровью, да. В такой-то работе, да. И, может быть, я не как вы, досточтимый мистер Дегрих. Но, по крайней мере, свой хлеб я зарабатываю своими руками, а не чужими. И уж тем более не руками детей. Хотя, может быть, я не прав, может быть, это и есть для вас свобода. Что при этих душегубах свобода? Да? Душегубах, палачах, истязателях, мучителях. Дай-ка угадаю. Вот тебя бы туда. И сразу бы все наладилось, правда? Сразу целый круг единомышленников. А вот с нами, с такими, как я, что будешь делать? Ну, с теми, кто руками работает. Нет, с псами. Как ты это обозначил? С псами что будешь делать, мистер Дегрих? О, привет. Крутой номер. А у меня вот. Жду не дождусь, когда мне дадут нормальное имя. Да, я тоже. А тебе сколько лет? Полных 6. Скоро 7 будет. Ого, а мне только 6 недавно исполнилось.
Слушай, а ты давно родителей видел? Я вот по маме с папой очень скучаю. Надоело их раз в месяц видеть. Ко мне отец вообще не заходит. Я его один раз видел, и то ненадолго. А маму... О, мне пора. Надеюсь, еще увидимся. Сейчас я дам прослушать тебе одну запись. Ты ее прослушаешь и ответишь мне на один единственный вопрос. Ясно? Laurel, 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 Laurel. За ним страна не пропадет, и громко Славься, века, пристрана, Когда закончится эта бойня, и поймут ли люди, что надо остановить. И ты, стало быть, остановишь.